Всем привет, с вами Ганзи. Официально вышла 71-я глава манги Боруто. Название этой главы переводится по-разному. Примеры я привел в обзоре на эту главу в прошлом видео, но появился еще один вариант от Rasengan Team, ребят, которые перевели эту мангу. Их вариант названия звучит как «Помеха». Тоже неплохой вариант, но судя по комментариям из моего обзора на эту главу, мое, так скажем, альтернативное название «Обоссанный Кода» вам понравилось больше всех. И сейчас вы услышите мою озвучку этой главы. Хоть в обзоре я показал и разобрал эту главу, все же многие страницы мы не видели. Ну и также в конце, после озвучки, будет небольшая инфа о 72-й главе. Не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Спасибо. Боруто. Наруто Next Generation. Глава 71. Сцена начинается с Кода, который замахивается на Амада, и за этим наблюдают Эйда с Деймоном, но также Бак, который там где-то прячется. Даже Амада Санзу, гениальный ученый, может лишь рассчитывать на их милосердие. Прощай, Амада. Стоп. Для тех, кто не понял, команда Rasengan Team подписали значение слова Санзу. Санзу — это отсылка на реку трех дорог. Санзу но Кава в японской буддистской народной традиции. Это река, являющаяся границей между миром живым и миром мертвых. Теперь мы знаем, что такое Санзу. Едем дальше. Эйда, на пару слов. Это Каваки. И тут Эйда активирует свой глаз и останавливает своей способностью Кода. Так как Кода не является Оуцуцуки, на него это подействовало. Рука остановилась. Да, что там с Каваки? Каваки, мой туз в рукаве. На случай, если Лист решит бросить меня как сейчас, или попросту меня ликвидировать. О чем ты? Не понимаю. Наплюй на него. Он пытается заговорить нам зубы от отчаяния и просто тянет время. Кода, я с ним беседую. Не влезай. Нелепость. Ты купишься на бубнёж этого пустозвона? Он просто воспользуется тобой. Ты не расслышал? Я сказала тебе не влезать. Просто он тоже в моем списке возмездия. Ты уже велела мне пощадить Каваки. Ты не вправе отнять у меня еще и Амада. Кода начал сопротивляться чарам Эйды. Деймон. И тут Деймон сзади хватает Кода. Эй, давай-ка не горячиться, лады? И сейчас мы с вами наблюдаем демонстрацию силы Деймона. Кода решил ударить Деймона своими когтями, но его атака была тут же отражена и направлена обратно в Кода. Но прикол в том, что Кода даже не наносил атаку, он просто замахнулся и подумал об этом, а атака была уже отражена. Черт. Он уже отразил мое намерение убить. Далее Кода перемещается через свои царапины на безопасное расстояние от Деймона. «Спускайся сюда, подлый трус!» «Кода, ты только что напал на моего младшего братика, замыслив его убить? Ужасное обвинение, особенно учитывая, что драку затеяли вы. Я предупреждала, станешь помехой, и я от тебя избавлюсь». «Погоди-ка, помеха? Я?» Так и не понял, Кода. Теперь у Эйда есть предложение Листа. Перед ней уже открыта перспектива сближения с Каваки. Но если она останется с тобой, то опустит такой шанс псу под хвост. Как же не счесть тебя помехой? Заткнись, Амада. Складно языком чешешь. Пытаешься запудрить Эйде мозги и избавиться от меня, но у тебя ничего не выйдет. Запудрить мозги? Я всего лишь говорю фактами. Я сказал, заткнись. Кода рванул на Амада, но тут его встречает Деймон. «Ты чё, совсем тупой?» И отбрасывает Кода подальше. «Когда сестрица что-то запрещает, не делай этого. Если ты идиот, который не понимает таких простых вещей, то от тебя необходимо избавиться. Улавливаешь мысль, Кода?» И на этой ноте мы переносимся в Коноху. Кем бы ты ни был, она тебя приворожит? Что это за фигня такая? Мы еще с ней встретимся, я уверен. Тогда сами и поймете, что она такое. Выживший киборг как Кода? Точно не знаю, но Амада упоминал, что среди утилизированных киборгов было несколько значительно превосходивших Джигена по силе. Наверняка Эйда одна из них, раз уж даже Амада был шокирован ее появлением. Хуже того, похоже, Эйда не единственная
верная сообщница Кода. Что? Во время битвы прошлой ночью Кода использовал кого-то, когда Каваки зажал его в угол для контратаки. Это была не Эйда. И я уверен, у врага есть еще как минимум один киборг. И снова мы переносимся в стычку Кода и Дэймона. Эй, Эйда, с Дэймоном что-то совсем не то. Может, сделаешь что-нибудь? Я благодарна тебе, Кода, правда, за освобождение. Поэтому я и помогла тебе вернуть силу. Но давай-ка на этом остановимся. Пора заканчивать. Шутишь, да? Я люблю тебя, Эйда, всем сердцем. Разве тебе уже не нужна моя сила? Нет, спасибо. Мне нет дела до твоего эгоцинизма. Настоящие твои чувства или нет, с меня довольно. Не беспокойся за сестрицу. Будь то Оцуцуки или еще кто. Я защищу ее от кого угодно. Ясно. Эйди ни к чему двое рыцарей, да? Верно. Только один. И единственным, и неповторимым рыцарем буду я. Чё? О чем это ты? Ты меня пугаешь. Прости, Дэймон, но давай-ка раз и навсегда разберемся, кто здесь по-настоящему помеха. Ха, хи-хи, да ты уже совсем чокнулся. Вот так веселуха. Давай попробуй. И тут Бак выпрыгивает из-за стойки и кидает подсказку о силе Дэймона. Кода, ладони, остерегайся его ладоней. Его отражение работает только тогда, когда он касается кого-то руками. Бак, мерзавец, как ты смеешь? Хорошо, это хорошо. Способность Дэймона сильна, но если знаешь ее секрет, ее можно одолеть. Плюс Кода восстановил свою полную силу, которая превосходила мощь Джигена. В лучшем случае они убьют друг друга. Кода активирует свою карму. Вот как. Только если кого-то касаешься. Кода резко перемещается и оказывается над Дэймоном. Замахивается и бьет. Но Дэймон испаряется. Вот умора. До этого ты сказал, что чувствуешь, будто не можешь проиграть больше. Или что-то типа того. И Дэймон с невероятной скоростью и силой впечатывает Кода в землю. А еще и сверху подсыпает ногами в виде эффективного массажа спины. День-два раза вот это упражнение делать, позвоночник ему не будет болеть. Какого? Удивляется Бак. Но Кода быстро соображает и телепортируется через царапины, оказываясь сверху Дэймона. Но Мало, естественно, реагирует на данный мув и парирует его атаку, впечатывая по ебальнику ему ногой, причем жестко, и Кода отлетает в стену. Быть не может. Ну как, хватило? Ты и впрямь выглядишь посильнее Джигена, так что ни Хокаге, ни Учиха не должны стать проблемой. Но на этом все. Кто бы ни был на втором или третьем месте, мне все равно, ведь я на первом. Проклятие, Кода ему не ровня. Вот поэтому я и был против пробуждения Дэймона. Кода снова успевает улизнуть и телепортируется через царапины к Багу. Бежишь? Беги. Я не буду за тобой гнаться. Просто не мозоль мне глаза. И думаю, ты и так это знаешь, но я вижу все. Так что убью тебя, если придется. На меня возложена миссия взрастить божественное древо и заполучить с него плод чакры. В соответствии с волей Оцуцуки, которую завещал мне Ишики, я поглощу его и стану новым Оцуцуки. О, удачи. Когда я стану Оцуцуки, твоя способность на мне не сработает. И тогда я наконец-то разберусь со своими истинными чувствами к тебе. Хочу ли я любить или убить тебя? Ну и как я говорил в обзоре на эту главу в прошлом видео, Дэймон это все подзаебало, и он влетает в Кода. Но тот, забирая с собой Бака, сваливает через царапины. Тьфу, псих больной. Амада, твое коварство непревзойденно. Ты не только смог пережить это все, но и мастерски разделил нас с Кодом. Но это факт. Это гораздо больше, чем факт. Что до тебя? Разве не ты сама решила, что это прекрасный шанс избавиться от Кода? Поэтому ты за меня и заступилась, хоть и несколько грубовато. Не думай, что я с тобой заодно. Я просто хотела дослушать твой рассказ. Если выяснится, что ты блефовал, я без колебаний убью тебя. Ха! Каваки, мой туз в рукаве. Это не блеф, это правда. Йоу, занятно. А на тебе удобненько. Знаешь, у Дэймона руки чешутся убить тебя. Так что если хочешь жить, предлагаю начать говорить немедленно. Каваки вновь обрел карму и вместе с ней способности Ишики. Его сила, скорее всего, продолжит расти. Прямо сейчас в листе нет никого, кто мог бы противостоять его мощи, включая Хокаге Дано, кроме меня. Ты внедрил в Каваки что-то еще?
Да? Уникальная команда аварийного отключения, которой могу воспользоваться только я. Управляться с Каваки – задача Листа, но эта ситуация заботит и другие деревни. Так что он для Листа первый приоритет, а значит, у них нет иного выбора, кроме как понадеяться на меня. Да, точно. Извлекаешь выгоду из решения проблемы, которую сам же и создал, восстановив карму Каваки. Более того, почему ты не встроил в него эту функцию отключения с самого начала? Потому что Джиген запретил. Он считал недопустимым внедрять такую функцию в свой драгоценный сосуд. Да я его просто разнесу! В 2 счета! Все так, как сказал Дэймон. Он справится с силой Каваки. И если ты умрешь, возможно, Листу придется понадеяться на нас двоих. Справедливая позиция и интригующая. Но функция отключения – лишь страховка, чтобы обеспечить мне место в деревне. Моя истинная цель заключается в другом, и для ее достижения необходима карма Каваки. Ты не ответил на мой вопрос. Выкладывай или умри. Я расскажу, но это долгая история, и скрытому Листу тоже нужно ее услышать. Подождешь, пока мы не доберемся туда. А? Тебе стоит принять предложение Шикамару Куна Аида. Он сказал правду. Если ты хочешь построить с Каваки отношения, тебе нужно переселиться в Лист. Ты тоже так думаешь? Переселиться в Лист? Не волнуйся, я обо всем договорюсь. Нам все равно придется рассказать им еще и о Дэймоне. Ну что же, выдвигаемся в скрытый Лист. И затем нам показывают песчаную локацию, в которой передвигаются Кода и Бак. Черт возьми, зачем ты взял меня с собой? И где мы вообще? Я, знаешь ли, расцениваю это как спасение твоей жизни. Лучше, чем оставить тебя умирать. Разве нет? Хватит втягивать меня в это дерьмо, зараза! Как все к этому? Это из-за Каваки. Все это от начала и до конца. Мне было плевать на этого ублюдка с самого начала. Как он вообще стал законным сосудом? Почему не я? И Эйда туда же. Он отнял у меня все. Он каждый раз отбирает у меня что-то важное. Я убью его, клянусь. Я уничтожу все. Вообще все. Все, что ему дорого. Хокаге, его дружков и деревню скрытого Листа. И на этом продолжение следует. Конец 71 главы. Ну, что тут сказать. Глава получилась крутая, мне понравилось. Опять и снова интриги. Интриги для следующей главы. Также у меня складывается некая аналогия. Типа, что Кода – чувак из разряда тех, кого попускают постоянно ровесники, а он злится и идет спускать свою злость, разрушая, например, муравейники, или стрелять из рогатки по воробьям, кидаться камнями в биче и еще много всего. Много всего того, на что можно выплеснуть свою злость, создавая себе какое-то ошибочное мнение и ошибочные иллюзии в отношении своего положения в этом мире и обществе, тем самым выстраивая неправильную дорогу. Из-за этого всего о Кода хочется рассуждать, о Кода хочется говорить. Он становится интересным персонажем. Чего уж говорить, где-то он кажется злодеем, а где-то доброжелательный персонаж. Вот, например, в этой главе он спас Бага. Зачем ему это делать? Он подумал о его безопасности и спас его? Ну, короче, интересный, странный персонаж. И, естественно, немного с кукухой повернутой. Об этом мы давно уже убедились. Ну а что касается 72 главы, у меня есть предварительное описание этой главы. Давайте я зачитаю. Их союз распался. Кода был отрезан и отброшен. Теперь, когда Кода был отброшен, его самые сокровенные мысли смешиваются с чувствами зависти и ненависти. Интересное описание, но оно мало нам чего дает в плане информации о событиях этой главы. Поэтому ожидаем спойлеров 72 главы манги Боруто, которые выйдут только в августе. Ну и сама глава тоже. Кто не в курсе, да, манга берет отпуск на месяц. Но это не значит, что я не буду вас радовать крутым контентом на этом канале. Контент будет, сценариев у меня полно, поэтому подписывайтесь и приятного вам времяпрепровождения на моем канале. С вами был Ганзи. До новых встреч!